Глава 1441. Первый уровень земной бездны. Хе-хе, и чего вы все стоите? Неужели вы собираетесь остаться здесь стоять еще 3 месяца? Из толпы разразился взрыв громкого смеха, вслед за которым человекоподобная фигура устремилась вдаль в виде белого пятна света. Позади него молча следовали несколько человек, и они, похоже, были его братьями. Видя, как кто-то ушел вперед, многие люди в толпе также объединились, чтобы лететь к расщелине под туманом. Спустя мгновение лишь небольшая часть людей осталась на том же месте. Эти люди болтали между собой, совершенно не обращая внимания на то, что их конкуренты опередили их. Хань Ли и существа Чижун были среди этих людей. С громким грохотом массивные ворота позади них медленно закрылись. Пятицветный свет закрутился на их поверхности, после чего ворота бесследно исчезли. При виде этого среди оставшихся людей пробежали волнения. «Идемте», — Хань Ли окинул взглядом гигантскую стену, где исчезли серебряные ворота, а затем махнул рукой и взлетел в воздух в виде полоски лазурного света, следуя за взмахом его крыльев. Бай Би и Лэй Лань немедленно последовали за ним в виде полосок серебряного и золотого света соответственно. Как только Хань Ли и остальные ушли, несколько существ из других рас сосредоточили свое внимание на его группе. Помимо существ Чижун, было несколько священных учеников из других незнакомых ответвлений расы летающих духов, и все они смотрели с холодным и зловещим выражением лица, как Хань Ли и другой постепенно исчезли вдали. Только после того, как Хань Ли и остальные надолго исчезли в тумане, Жуин Цзы также побудил существ Чижун к действию. В этот момент у подножия массивной стены оставалось всего около дюжины ответвлений пассы летающих духов. Большинство из них были довольно мощными ответвлениями, которые занимали очень высокие позиции в рейтинге. Однако у всех этих людей было нерешительное выражение на лицах, и они время от времени бросали взгляды на двух оставшихся священных учеников. Одна из них была худенькой девушкой с темной кожей, и она была никем иным, как Оцинь из расы Севенпас. Напротив, другой человек был высоким и широким мужчиной в костюме из черных деревянных доспехов. Мужчина выглядел старше 30 лет, и две пары его глаз мигали тревожным светом. За спиной был привязан палаш с него ростом, и он сиял холодным золотым светом. Было неизвестно, почему он не поместил такой большой объект в пространственное кольцо для хранения. По какой-то причине все оставшиеся священные ученики других фракций ждали, что эти двое собираются сделать, и не решались уходить. Через некоторое время тупик продолжился, и брови Оцинь слегка нахмурилась. Затем она хихикнула и улетела с десятком своих собратьев. Холодный свет вспыхнул в глазах четырехглазого человека при виде этого, и он зашагал вперед, преодолев расстояние в несколько десятков футов одним шагом, преследуя Оцинь и уходя за ней вслед. Рой мужчин из той же расы, столь же внушительные, как и он, молча последовали за ним. Выражения всех остальных существ из племени летающих духов смягчились после того, как те ушли. Многие даже сразу собрались вместе обсудить какие-то вещи. Через некоторое время эти люди ушли несколькими последовательными волнами, словно все было спланировано заранее. Таким образом, несколько сотен священных учеников племени летающих духов исчезли впереди в черных землях. Область возле массивной стены вскоре опустела. В то же время Хань Ли, Бай Би и Лэй Лань медленно летели по воздуху на высоте чуть более 100 футов. Совершенно неподвижный серый туман наверху был всего лишь на 200 футов выше их голов и простирался так далеко, насколько могли видеть глаза. Это в сочетании с его монотонным и удушающим серым оттенком производило очень угнетающий эффект. Несмотря на то, что они находились в таком узком пространстве, время от времени на них дул сильный, леденящий душу ветер. Конечно, эти ветры не могли нанести вред Хань Ли и остальным, поскольку все они находились на стадии божественной трансформации, и они могли с легкостью защитить себя духовным светом. Несмотря на то, что до них в путь отправились многие священные ученики, большинство людей пошли по другому пути. Вместо этого многие из них намеренно делали большой круг перед тем, как двинуться с другого направления. Это было сделано для того, чтобы избежать встречи со священными учениками из других ответвлений до того, как они войдут в земную бездну, что потенциально может привести к конфликтам. Хань Ли тоже сделал то же самое. Пролетев чуть более 50 километров, он повел двух других священных учеников окольными путями, решив продвигаться вперед с другого направления. Для таких священных учеников, как они, расстояние более 50 километров было не так уж и много. Таким образом, даже при том, что они намеренно снизили скорость, они все равно прибыли в пункт назначения через 2 часа. Впереди их ждала странная сцена. Море тумана, которое первоначально висело довольно низко в воздухе, здесь было на большей высоте, и морозные ветры, несущиеся к ним, были здесь гораздо сильнее. Цвет ветра также превратился в темно-серый, и когда он касался их тела, на их духовных световых барьерах мгновенно образовывались слои черного льда и инея. Конечно, эти ветры все еще не могли представлять никакой угрозы для трио Хань Ли, но все они усилили слой защитного духовного света вокруг своих тел.
Некоторое время спустя все они вышли из странных черных ветров и оказались в незнакомом месте. Это было плоское пространство неопределенного радиуса, и все вокруг было окутано морозными черными ветрами. В воздухе все еще висел тот же серый туман, но его высота поднялась до более чем 10 тысяч футов. Он бурлил и извивался, создавая совершенно иное зрелище, чем море тумана, свидетелями которого они были во время предыдущих частей своего путешествия. Однако ничто из этого не привлекло внимания трио Хань Ли. Вместо этого все они смотрели вниз. Черная земля внизу полностью исчезла, и на ее месте стояла гигантская бездонная расщелина. По всей длине бездны витал черный туман, а изнутри иногда подымались порывы морозного черного ветра. Хань Ли посмотрел вниз и обнаружил, что не смог определить размер этой бездны, точно так же, как не смог определить размеры пространства, на котором они в настоящее время находились. Все трое зависли в воздухе над бездной. Перед лицом этого огромного пространства и колоссальной бездны они были ничтожны, как простые муравьи. Похоже, это врата испытания земной бездны. Давайте спустимся, но будьте начеку. Хотя маловероятно, что мы сразу же столкнемся с демонами земной бездны, все же лучше перестраховаться, чем сожалеть. Оценив бездну в течение короткого времени, Хань Ли дал спокойное указание, а затем, взмахнув крыльями, нырнул в бездну, исчезнув в черном тумане после нескольких вспышек лазурного света. Бай Би и Лэй Лань немедленно последовали за ним. Хань Ли медленно спускался в бездну, все его тело отражалось лазурным светом, а вокруг него парили 7 или 8 лунных камней размером с кулак. Эти камни излучали белый свет, который освещал все на площади более 300 футов. Оглянувшись на клубящийся поблизости туман, Хань Ли тяжело вздохнул. Когда он впервые спустился в бездну, туман был не очень плотным, и он мог ясно обозревать окружающее, даже не используя свои глаза духовного прозрения. Однако после спуска на десятки тысяч футов туман сразу же стал в несколько раз плотнее. Поскольку Бай Би и Лэй Лань следовали за ним, он, естественно, не собирался использовать свои глаза духовного прозрения, пока того не требовала ситуация, и поэтому вместо этого он призвал эти лунные камни. Таким образом, он мог видеть свое окружение с относительной ясностью. Однако все было именно так, как он ожидал. Эти врата земной бездны были чрезвычайно обширными, и хотя они уже были так глубоко внутри бездны, им еще предстояло встретиться с какими-либо демонами. Естественно, Хань Ли прекрасно понимал ситуацию. Спустившись еще немного, туман внизу внезапно стал более разреженным, и черные ветры, появлявшиеся время от времени, также исчезли. Хань Ли и другие вздрогнули, увидев это. Они знали, что вот-вот достигнут первый уровень земной бездны. Вскоре после этого Хань Ли прищурился, глядя сквозь тонкий туман внизу, и, наконец, увидел кое-что другое. Перед его глазами предстал черно-желтый участок земли, и это была довольно пышно растущая земля с массивными деревьями на ней и даже несколькими странными серыми птицами, кружащимися в воздухе. Как только Хань Ли и остальные вышли из тумана, Бай Би пробормотала: «Это должен быть мир земной бездны. Он не выглядит чем-то особенным». Первый уровень земной бездны был осквернен аурой тьмы в течение долгого времени, но это самый слабый из 7 уровней. Таким образом, помимо некоторых демонических зверей самого низкого ранга, здесь также обитают обычные звери. Однако все эти звери чрезвычайно жестокие, и подавляющее большинство из них — свирепые хищные звери. Самые могущественные из этих зверей не уступают по силе низкоранговым демоническим животным, объяснила Лэй Лань. Хань Ли оставался совершенно невыразительным, словно смотрел, но не видел то, что происходило прямо перед ним. На самом деле он мгновенно охватил своим духовным чутьем территорию радиусом более 1000 километров и не обнаружил присутствия каких-либо священных учеников или других могущественных существ. Оказалось, что это место определенно безопасно. «Пойдемте вниз», — приказал Хань Ли перед спуском. Лэй Лан и Бай Би, естественно, последовали за ним. С тревожным криком серые птицы внизу обнаружили присутствие троицы Хань Ли и немедленно бросились в рассыпную, не колеблясь. Хань Ли прищурился и только сейчас увидел этих странных птиц. У них были длинные и толстые клювы, доверху заполненные острыми клыками. На их телах не было видно ни единого пера, и у всех была странная серая кожа, а также изогнутый единственный рог, растущий на каждой из голов. Хань Ли холодно хмыкнул, проведя несколькими пальцами по воздуху. С кончиков пальцев в мгновение эйка вылетело несколько полос золотого меча Ци, мгновенно пробив тело этих птиц. Кровь хлынула сверху, и эти птицы устремились к земле. Однако еще до того, как их трупы упали, раздался громоподобный рев, после чего земля под ними начала дрожать. Оказалось, что там было много огромных зверей, которые сражались из-за чего-то. Когда Хань Ли увидел источник волнения, в глазах Хань Ли мелькнуло удивление. Затем он спустился на высоту чуть более 1000 футов и полетел в направлении, которое выбрал заранее. По словам священных учеников, которые участвовали в этих испытаниях в прошлом, есть много входов с 1 на 2 уровень.
Однако среди относительно безопасных входов всего около дюжины. Ищите фрукты адского пламени на первом уровне, а затем отправимся прямо на второй уровень. Вход, который я выбрал, довольно уединенный. Хотя нам потребуется больше времени, чтобы добраться туда, мы сможем избежать засад, устроенных врагами нашей расы, объяснил Хан Ли, летя по воздуху. Брови Бай Би слегка нахмурились, казалось, против предложенного Хан Ли курса действий, но ничего не сказал. Лей Лянь, между тем, было все равно. Хан Ли улыбнулся, увидев это, и больше ничего не сказал. То, что он давал объяснение, не означало, что он обсуждал с ними этот вопрос. Видя, как раса Тянь Пен попросила его защитить двух священных учеников и обеспечить их успех в этом испытании, он, естественно, должен был идти впереди. Основы культивации двух были намного ниже его, поэтому он не боялся, что они пойдут против приказов. Таким образом, все трое молча летели на малой высоте, направляясь прямо ко входу на второй уровень. Глава 1442. Инские паукообразные осы. Стоит сказать, что в земной бездне было 7 уровней, и каждый последующий уровень намного обширнее предыдущего. Тем не менее, область первого уровня, безусловно, самый простой. Таким образом, троице Хань Ли потребовалось около 4-5 дней, чтобы добраться до входа, к которому они направлялись. В первый день путешествие прошло довольно гладко. Они все время летели над густым лесом, периодически сталкиваясь с дикими зверьми, но никаких происшествий не произошло. Однако утром второго дня всех троих внезапно поразило ощущение, что их окружение значительно потемнело. Хань Ли удивленно поднял глаза и обнаружил, что слабый свет в воздухе, пробивавшийся сквозь серый туман, исчез. Его сменило огромное пространство из черных скал, которые находились в воздухе на высоте более 100 000 футов, и с них свисали сталактиты. На поверхности этих скал даже росли пышные участки мха и виноградной лозы. Они вылетели из области, охваченной вратами земной бездны, и, наконец, официально прибыли на первый уровень подземного мира. К счастью, все деревья здесь светились слабым светом, возможно, из-за того, что они долгое время росли в темноте. На Земле также были неизвестные минералы, мерцавшие слабым светом. Таким образом, их окружение не было полностью черным, и они все еще могли видеть многие вещи даже на расстоянии. Окружающая их аура в воздухе полностью изменилась, и в этом окружении все стало казаться более зловещим и угрожающим. Более того, на них то и дело налетали случайные облака черного тумана и порывы морозного ветра, усиливая это мучительное ощущение. Однако, самым странным было то, что вскоре после того, как они влетели в эту темную область, Хань Ли почувствовал, что его духовное чутье ограничено, и он мог выпускать его из своего тела всего на несколько сотен футов. Он полностью овладел техникой великого развития, поэтому его духовное чутье было намного лучше, чем у культиваторов его ранга. Таким образом, Бай Би и Лей Лань, скорее всего, могли высвобождать свое духовное чутье максимум на несколько десятков футов. Имея это в виду, Хань Ли высвободил свое духовное чутье позади себя, а у священных учеников выражения на лицах стали мрачными. Однако никого из них это не удивило. Перед тем, как покинуть священный город, старейшины расы Тянь Пен предупредили их об этом. Не только у культиваторов было ограничено их духовное чутье, даже местные демонические звери также страдали от этого. Однако эти демонические звери долгое время обитали в земной бездне, поэтому уже привыкли к этому недостатку. Напротив, существа расы летающих духов, естественно, еще не привыкли к этому, и для большинства это был довольно тревожный опыт. Несмотря на это, Хань Ли оставался совершенно невозмутимым. В конце концов, он не первый раз сталкивался с ситуацией, когда его духовное чутье было ограничено, поэтому он был достаточно опытным. Спустя несколько часов полета Хань Ли внезапно нахмурился. Он поднял руку и быстро указал пальцем на парящие впереди лунные камни. Все эти лунные камни тут же взорвались и исчезли в небытии. Лазурный свет, исходящий от тела Хань Ли, также погас, и он резко остановился. Их окружение стало расплывчатым и нечетким, и даже черный ветер, несущийся к ним, казалось, и еще больше похолодел. Бай Би и Лей Лань также рефлекторно дрогнули, но ни один из них не знал, почему Хань Ли остановился. На лице Лей Лань появилось любопытное выражение, но прежде чем они вдвоем успели задать какие-либо вопросы, из их окружения внезапно раздался легкий гудящий звук. Затем этот звук постепенно усилился, после чего возникло бесчисленное количество зеленых пятнышек, которые быстро приблизились к ним троим. Инские паукообразные осы. Тревожно воскликнула Лей Лань. Бай Би также резко изменился в лице, услышав это. В самом деле, с этими низкоранговыми демоническими осами сложнее всего иметь дело среди всех низкоранговых демонических зверей земной бездны. Им нравится атаковать все движущиеся и светящиеся объекты, поэтому их, должно быть, привлек свет лунных камней, спокойно сказал Хань Ли.
Даже без объяснения Хань Ли, Лэй Лань и Бай Би были хорошо осведомлены о поведенческих моделях этих ос. Внутри шаров зеленого света было бесчисленное множество крошечных зловещих существ с верхней частью тела паука и нижней частью тела осы. Их тела были полностью зеленого цвета, за исключением ряда желтых полос, что придавало им очень зловещий вид. При грубой визуальной оценке оказалось, что в воздухе вокруг них висело более 10 тысяч этих демонических ос. Таким образом, даже духовные генералы на ранней стадии, такие как Бай Би и Лэй Лань, были вынуждены относиться к ситуации с осторожностью. Не то чтобы они боялись этих простых демонических ос, просто из-за такого огромного количества потребовалось бы довольно много энергии, а они только что вошли в первый уровень, поэтому они не хотели участвовать в ненужных битвах. Однако эти демонические осы, похоже, не хотели отпускать их без боя, поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как подготовиться к битве. Один из них расправил свои крылья, потрескивая тонкими дугами серебряных молний, в то время как другой сделал печать заклинания, и вокруг их тела появились слабые золотые нити света. Хань Ли взглянул на них двоих, а затем открыл рот, выплюнув шар серебряного пламени. Огненный шар мгновенно превратился в серебряного огненного ворона размером с кулак. Огненный ворон расправил крылья и взорвался на месте, превратившись в более 100 серебряных искр, разлетевшихся во всех направлениях. Затем произошла невероятная сцена. Как только серебряные искры попали в окружающие пятнышки зеленого света, свет ос моментально гас. Несмотря на то, что этих серебряных искр было чуть больше 100, зеленые точки света в окрестностях совершенно не могли пройти сквозь них и добраться к трио Хань Ли. Бай Би и Лэй Лань были очень удивлены, увидев это. Инские паукообразные осы были известны тем, что с ними было очень сложно справиться, поэтому их, естественно, было не так-то просто уничтожить. Эти осы на самом деле были проявлением темной энергии, поэтому их было очень трудно убить обычными атаками. Даже если они были убиты физическими атаками, они могли привлекать ауру тьмы вокруг себя, чтобы полностью восстановиться за очень короткое время. Единственный способ полностью искоренить их, полностью уничтожить их тело, не оставив после себя никаких следов. Вот почему эти демонические осы были так известны как неприятные препятствия, несмотря на то, что они были всего лишь низкоранговыми демоническими зверьми. Конечно, эти демонические осы создавали такое серьезное препятствие только в таком месте, как это, изобилующее темной аурой. Если бы они появились над землей, то сразу потеряли бы эту способность. Фактически, многие другие демонические звери в земной бездне были значительно более мощными в этой среде и были бы серьезно ослаблены, если бы их вывели из их естественной среды обитания. Это также было основной причиной того, почему раса летающих духов смогла так эффективно перекрыть вход в земную бездну. Если бы демонические звери земной бездны не обладали этой вопиющей слабостью, тогда раса летающих духов не смогла бы ограничить с такой легкостью. Поглотивший небесное пламя дух, казалось, плавно и безвредно дрейфовал по воздуху, но на самом деле каждая искра полностью сжигала инскую паукообразную осу, как только был установлен контакт, и даже аура тьмы внутри их тел полностью исчезала. Таким образом, у этих ос, естественно, не было возможности восстановиться. Кроме того, поглотивший небесное пламя дух обладал следами духовной природы, поэтому он мог атаковать врагов по собственному желанию, даже без указаний духовного чутья Хань Ли. Таким образом, Хань Ли просто некоторое время парил в воздухе, заложив руки за спину, и все инские паукообразные осы были полностью уничтожены. Затем он небрежно взмахнул рукой, и все серебряные искры сошлись воедино, образуя огненного ворона размером с кулак, который мгновенно исчез в его теле. «Пойдемте», — сказал Хань Ли и полетел вперед в виде полоски лазурного света. Лэй Лань и Бай Би силой подавили изумление в своих сердцах и молча последовали за ним. Независимо от того, насколько они были тщеславны или что они думали о Хань Ли, после этой демонстрации силы они больше не выражали никаких признаков оппозиции приказам Хань Ли. Таким образом, все трое из них за сутки преодолели этот влажный лес и вышли на другую сторону. Вскоре пейзаж радикально изменился, перед ними предстала странная серебряная пустыня. Издалека казалось, что каждая песчинка во всей пустыне излучает холодный свет, создавая чрезвычайно мрачное и бесплодное зрелище. Моя память играет со мной злую шутку. Судя по аннотациям на карте, здесь должна быть большая река. Откуда здесь пустыня? Хань Ли парил в воздухе, внимательно осматривая формацию с удивлением на лице. Ты прав, брат Хань, именно здесь, судя по карте, должна быть река. Бай Би и Лэй Лань тоже были в полном замешательстве, изучив свои карты. Может, река высохла, и вся вода просочилась на второй уровень? Предположила Лэй Лань. Не похоже. Даже если вся вода просочилась, откуда здесь взялась эта пустыня? Хань Ли немедленно покачал головой в знак протеста. Тогда что, по-твоему, здесь произошло, брат Хань? С улыбкой спросил Бай Би. Не знаю, но нам не нужно углубляться в этот вопрос. Мы просто путешествуем, а не проводим географическое обследование земной бездны.
«Давайте продолжим идти, но будьте крайне осторожны, как только мы войдем в пустыню», спокойно ответил Хань Ли после короткого молчания. «Это правда», усмехнулся Бай Би. Таким образом, все трое полетели в Серебряную пустыню впереди в виде полосок духовного света. Несмотря на то, что они говорили об этом месте довольно небрежно, все они, войдя в пустыню, рефлекторно полетели немного быстрее, пытаясь как можно быстрее уйти из этого немного тревожного места. Пролетев десятки тысяч километров, но по-прежнему не встречали ничего, кроме серебряных песчинок, и не было замечено ни единой травинки. Внезапно выражение лица Хань Ли изменилось, синий свет вспыхнул в его глазах, и он резко повернулся в определенном направлении. «Что это такое?» «Что случилось, брат Хан?» Тревожно спросил Бай Би. «Кажется, впереди оазис, и я чувствую запах крови в воздухе», торжественно ответил Хань Ли. «Я тоже чувствую этот запах, и он действительно исходит с той стороны», вмешалась Лэй Лань, нахмурив брови. «Может, это от каких-то зверей из земной бездны?» Нерешительно сказал Бай Би. «Кажется, нет. Первозданная мирасская ци там явно немного хаотична, что говорит о том, что там проявились какие-то способности. Мы должны пойти и посмотреть», предложила Лэй Лань. Глава 1443. Гигантский духовный цветок. Конечно, Бай Би не хотел подчиняться предложению Лэй Лань, но не возражал, поскольку Хань Ли не отклонил это предложение. Таким образом, все трое изменили направление и полетели прямо к тому месту, откуда исходил запах крови. Пролетев почти 10 километров, впереди показалось зеленое пятно, и действительно там был оазис размером около полукилометра. Все трое мгновенно поднялись в воздух над оазисом. На самом деле так называемый оазис был черно-желтого цвета, и высоких деревьев там почти не было. Большинство растений, росших в оазисе, представляли собой несколько невысоких кустов и неизвестные сорняки. В центре оазиса находился пруд размером более 100 футов, но вода внутри пруда была малинового цвета. На землю у пруда валялись трупы дюжины тварей из земной бездны разных размеров, и все они были пробиты серией каменных шипов. Кровь внутри этих трупов безжалостно стекала в пруд, и весь оазис наполнялся тошнотворным запахом крови. Почему эти звери появились в пустыне? Они должны населять лес, через который мы только что прошли, удивленно произнесла Лэй Лань. Их убили совсем недавно. В противном случае их кровь свернулась бы, проанализировал Бай Би после тщательного изучения. Тем временем Хань Ли оценил ситуацию и внезапно облететь оазис. Спустя несколько мгновений он вернулся на свое прежнее место и устремил взгляд на малиновый пруд. «Ты что-то обнаружил, брат Хань?» С любопытством спросил Лэй Лань. «Да, да», — ответил Хань Ли, взмахнув рукавом по земле. Во вспышке золотого света из рукава вырвалось 7 полос меча Ци, которые исчезли в земле вокруг пруда. Лэй Лань и Бай Би замялись при виде этого, но прежде, чем они осознали, что происходит, мучительные вопли раздались из тех мест, куда вонзились полоски меча Ци, после чего черная кровь забрызгала землю. Ближайшая земля взорвалась, и появилось несколько обезьяноподобных демонов. Каждый из этих демонических обезьян был ростом в несколько футов с 2 парами ушей. Все они были вооружены грубыми каменными копьями, но кончики этих копий источали слабый белый свет. Как только появились эти обезьяны, Бай Би кое-что вспомнил и закричал: «Это злобные обезьяны!» Значит, этот оазис — иллюзия, созданная гигантским духовным цветком. «Гигантский духовный цветок?» — воскликнул Лэй Лань, а глаза Хань Ли вспыхнули. Прямо в этот момент по земле с грохотом пробежали сильные толчки. В то же время из кровавой воды вылетела малиновая тень, мгновение эка появившись перед Хань Ли и яростно бросившись ему в лицо. Лэй Лань и Бай Би встревожились, но багровая тень была слишком быстрой, чтобы они могли помочь Хань Ли. Однако сам Хань Ли просто холодно хмыкнул, выпустив из рукава световое пятно. После громкого удара перед ним, как молния, появилась белоснежная, как нефрит, рука и крепко схватила малиновую тень. Только тогда священные ученики смогли ясно увидеть это существо. Это было багровое существо толщиной с человеческую руку, наминавшее длинный язык. На передней части его тела был нарост размером с кулак, испещренный шипами, длиной около дюйма каждый. Все эти шипы непрерывно извивались. Тем не менее, казалось, что рука Хань Ли была не из крови и плоти, поскольку он мог схватиться прямо за эти черные шипы, не опасаясь травм. Прямо в этот момент из его 5 пальцев внезапно появились 5 белых черепов. Черепа в унисон открыли пасти, и изнутри вырвалась вспышка пятицветного пламени. Почти в мгновение эка это существо превратилось в полосу пятицветного льда. Хань Ли тут же швырнул эту глыбу льда, и существо разбилось со звуком трескающейся фарфоровой посуды, рассыпавшись в виде полоски света. Из-под земли внизу вырвался громовой демонический рев, наполненный яростью и болью.
В пруду закрутился багровый свет, и кровавая вода исчезла в мгновение ока. Затем весь оазис с грохотом рассыпался, обнажив массивный объект. Вершина объекта была совершенно гигантской, а нижняя — чрезвычайно тонкой. Это был огромный демонический цветок, такого же размера, как и оазис, который существовал всего несколькими минутами ранее. Лепестки этого демонического цветка были того же серебристого оттенка, что и песок в этой пустыне, но сердцевина цветка была малиновой, как кровь, и образовалась из пруда с кровью. Языкоподобное существо, которое только что напало на Ханли, было лишь одной из его толстых нитей. Не только это, но и несколько десятков этих так называемых злобных обезьян стояли на гигантских лепестках цветка, и все эти звери смотрели вверх со зловещим выражением на мордах. В то же время они сделали метательные движения копьями в руках, и несколько десятков каменных шипов длиной в несколько футов полетели в направлении Хань Ли и остальных. Так это гигантский духовный цветок? Это действительно довольно интересно, но разве этот цветок не демоническое чудовище среднего ранга? Разве на первом уровне не должно быть очень мало демонических зверей среднего ранга? Размышлял Хань Ли со слабой улыбкой. В этом случае ему не нужно было ничего делать. Лэй Лан и Бай Би подняли руки в унисон, послав огромное пространство из серебряных молний и золотых нитей, которые переплелись между собой, измельчая приближающиеся каменные шипы. То, что их очень мало, не означает, что они не появятся, брат Хань. Кроме того, мы решили начать испытание в очень неподходящее время, поскольку это точный период времени до того, когда у демонических зверей земной бездны начинается миграция. Следовательно, не так уж и странно видеть демонических зверей среднего ранга на первом уровне, объяснил Лэй Лань, нахмурив брови. Несмотря на то, что это был демонический зверь среднего ранга, противник доставлял ему гораздо меньше хлопот, чем те инские паукообразные осы, поэтому она оставалась совершенно невозмутимой. Вот как. Я слышал, что нектар этого цветка — исключительный ингредиент для изготовления таблеток. Раз мы столкнулись с ним, почему бы не раздобыть немного этого нектара? Предложил Хань Ли с улыбкой, внезапно щелкнув 10 пальцами. 10 маленьких золотых мечей вылетели из его пальцев, устремившись вниз в виде полосок золотого света. Из сердцевины цветка раздался громкий рев, вслед за которым вырвалось бесчисленное количество красных нитей, пытаясь поразить летающие мечи. Если бы обычное существо расы летающих духов столкнулось с такой свирепой атакой, им было бы очень сложно справиться. Однако Хань Ли просто указал пальцем на свой летающий меч, и ослепительный золотой свет вырвался из мечей, полностью подавляя надвигающиеся красные тени. Затем золотой свет снова заколебался, выпустив несколько десятков полос идентичной меча, льющихся сверху. Злобные обезьяны, видимо, осознали, что они столкнулись с серьезным противником и взревели от ужаса, метая свои каменные копья. Все копья также превратились в десятки полос белого света в полете, летя к полосам меча. Однако эти грубые каменные копья, естественно, не могли сравниться с мощными лазурными бамбуковыми мечами. Таким образом, они немедленно превратились в порошкообразный камень перед острыми летающими мечами. Сразу после этого полосы золотого меча просто врезали в злобных обезьян, разрубив их пополам. В то же время полосы меча злобно врезались в демонический цветок, мгновенно разрывая его на куски. Массивный цветок тяжело рухнул на землю, и из него полилась зеленая жидкость. Гигантский духовный цветок и эти обезьяны были убиты Хань Ли одним махом. Лэй Лань и Бай Би невольно переглянулись между собой с кривой улыбкой на лицах. «Хорошо, я спущусь и возьму нектара, а после этого мы продолжим наше путешествие», проинструктировал Хань Ли, вынимая свои летающие мечи. Затем он спустился на землю и перевернул руку, чтобы достать небольшой зеленый пузырек, указав им на разрубленную сердцевину цветка. Оттуда сразу же вырвалась вспышка лазурного света, охватив сердцевину цветка и извлекая шарики розовой жидкости, попавшие в сосуд. Хань Ли встряхнул маленький пузырек, и на него распространился странный аромат. На его лице появилась улыбка, и маленький пузырек исчез во вспышке лазурного света. Лэй Лань и Бай Би также спустились, достав пузырьки для сбора нектара. «Идем», — Хань Ли расправил крылья и снова поднялся в воздух. Бай Би сразу же последовал его примеру в виде полоски золотого света. Лэй Лань собиралась делать то же самое, как вдруг бросила взгляд на останки гигантского цветка на земле и по какой-то причине решила щелкнуть по нему пальцем. С раскатом грома вырвалась дуга серебряной молнии, поразив и разрушив желтую ветвь, которая оставалась связанной с демоническим цветком. Только тогда она расправила крылья и полетела к Хань Ли и Бай Би. Таким образом, все трое исчезли в мгновение ока, и в этом районе вернулась тишина и покой. 2 часа спустя земля поблизости внезапно затряслась, после чего из-под земли с грохотом вырвалось несколько массивных черных усиков. Сразу после этого из-под земли появился черный демонический цветок, который был в несколько раз больше, чем только что уничтоженный гигантский духовный цветок. Цветок был подобен гигантской горе, и связанные с ним усики падали на землю, тем самым позволяя ему стабилизироваться.
Как раз в этот момент с вершины цветка раздался разъяренный голос. Кто осмелится уничтожить духовный цветок? В центре гигантского черного цветка находилось серебряное деревянное кресло, на котором сидела стройная фигура с зеленой кожаной плеткой с расплывчатыми чертами лица. Во вспышке желтого света перед серебряным креслом внезапно появилась пушистая фигура. Она немедленно упала на колени на землю в чрезвычайно почтительной манере, сказав: «Не нужно злиться, госпожа». Цветок, кажется, был уничтожен совсем недавно, поэтому преступники не могли уйти далеко. Позвольте мне провести расследование. Хорошо. Мне еще нужно провести жертвенную церемонию, поэтому я оставляю это на тебя. Независимо от того, кто это, убедись, что они поплатятся за то, что они сделали, холодным голосом сказала женщина, взмахнув плетью в воздухе. В мгновение эка в воздухе появился белый разлом, а поблизости вспыхнули пространственные колебания. Сразу после этого из белого разлома вырвался бескрайний черный туман, и казалось, что все пространство было разорвано кнутом. Глава 1444. Демоническая обезьяна. Да, моя госпожа. Невысокая пушистая фигура вздрогнула, склонив голову еще ниже. Иди, сейчас же. Я вернусь на 3-й уровень одна, проинструктировала женщина, а затем постучать ногой по массивному черному цветку под ней. Гигантский цветок сразу же засиял черным светом, и на его поверхности появились серебряные формации разных размеров. Затем вспыхнул серебристый свет, и из этих формаций взметнулись вспышки угольно-черного тумана, образуя море тумана, которое в мгновение эка окутало весь гигантский цветок. Из тумана вырвался грохочущий раскат грома, после чего море тумана было развеяно порывами яростных ветров посреди нескольких дуг сверкающих серебряных молний. Цветок и стройная женщина внезапно исчезли на месте, и осталась только пушистая фигура, все еще преклонившая колени на земле. Примерно через 5 минут невысокая человекоподобная фигура, наконец, поднялась на ноги и медленно подняла голову, обнажив набор обезьяноподобных черт лица и 2 пары ушей. Ее зеленые глаза были совсем маленькими, но мерцали холодным и зловещим светом. Это была злобная обезьяна с темно-желтым мехом, и, казалось, она обладала интеллектом. Демоническая обезьяна осмотрелась вокруг и, резко открыв пасть, выплюнула поток желтого тумана, окутав останки гигантского цветка. После этого произошел невероятный поворот событий. В этом желтом тумане гигантский духовный цветок быстро распался на огромное количество вязкой зеленой жидкости. Затем туман поглотил эту зеленую жидкость и втянул ее в живот демонической обезьяны. Затем обезьяна закрыла глаза, и в ее ноздрях и 4 ушах появился зеленый свет. В то же время ее желтый мех замерцал зеленоватым цветом. Эта злобная обезьяна какое-то время стояла на месте, как вдруг 2 из ее 4 ушей внезапно дернулись. Вскоре после этого издалека вспыхнул красный шар. В красном шаре показался дородный мужчина, лет 30, с парой зеленых крыльев на спине и парой острых рогов на голове. В его глазах-бусинках мерцал хитрый свет, и он был священным учеником одной из ответвлений расы летающих духов. По какой-то причине он выбрал тот же маршрут, что и Ханли и другие, и, похоже, путешествовал один. Однако этот человек оказался чрезвычайно осторожным, поэтому он, естественно, уже заметил впереди демоническую обезьяну. Таким образом, толстяк остановился в воздухе в нескольких сотнях футов от демонической обезьяны и удивленно взглянул на нее. Несмотря на то, что демоническая обезьяна превратила остатки гигантского духовного цветка в жидкость и поглотила их, трещины на земле, образовавшиеся после появления гигантского черного цветка, были довольно удивительными. Тем временем демоническая обезьяна неподвижно стояла на месте с плотно закрытыми глазами, а в его носу и ушах вспыхивал зеленый свет. Казалось, что она была полностью оторвана от внешнего мира. Таким образом, эта сцена поразила зрителей иллюзией, что обезьяна сражалась с каким-то гигантским существом и в процессе получила серьезные травмы. В результате она была вынуждена войти в состояние восстановления, что сделало ее полностью беззащитной. Очевидно, что к такому выводу пришел священный ученик, и при виде демонической обезьяны на его лице появилось странное выражение. Несмотря на то, что цель этого испытания заключалась не в том, чтобы убивать демонов, возможность убить демонического зверя из земной бездны, несомненно, принесет ему щедрые награды, такие как его демоническое ядро, а также другие ингредиенты и материалы, которые можно получить из его тела. Никто не захотел бы отказаться от куска вкусного мяса, который был там. Однако этот священный ученик был крайне осторожен и не стал безрассудно бросаться на нее. Вместо этого он молча смотрел на демоническую обезьяну издалека. Спустя долгое время демоническая обезьяна все еще не двигалась, и его, наконец, убаюкало чувство безопасности. Зловещая улыбка появилась на его лице, и он резко потер руки. Из его ладоней вырвалось пламя, а затем оно превратилось в огненное копье длиной около 20 футов. Наконечник копья был чрезвычайно острым, и его окутывал слой палящего алого пламени.
Затем священный ученик расправил крылья и устремился к демонической обезьяне в виде полоски красного света. Несмотря на то, что этот священный ученик имел довольно крупную фигуру, он использовал какую-то секретную технику, которая не только позволяла ему летать очень быстро, но и обеспечивала беззвучный полет, что приводило к чрезвычайно скрытному приближению. В мгновение полоска красного света появилась чуть более чем в 100 футах от демонической обезьяны, но демонический зверь оставался неподвижно стоять на месте. Священный ученик при виде этого пришел в восторг и тотчас же, не колеблясь, высунул копье. Копье просвистело в воздухе полоской красного света и мгновенно пробило тело демонической обезьяны. Однако он резко изменился в лице. Тело демонической обезьяны исчезло сразу после того, как огненное копье проткнуло его, и, таким образом, выяснилось, что это была всего лишь проекция. Дерьмо. Священный ученик тотчас же в тревоге хлопнул крыльями, пытаясь скрыться с места происшествия. Однако было уже поздно. В воздухе наверху внезапно появилась расплывчатая зеленая фигура и в мгновение Эйка налетела на тело мужчины. С глухим ударом в воздухе взорвался клубок зеленого тумана, окутав все тело священного ученика. С леденящим душу воплем вокруг человека исчез красный духовный свет, словно снег, тающий под палящим солнцем, полностью размытый зеленым туманом. Священный ученик пролетел всего около 100 футов и рухнул на землю лужей зеленой жидкости. У него не было даже возможности раскрыть свои способности перед смертью. В этот момент зеленый туман поднялся, превратившись в демоническую обезьяну. Обезьяна бросила холодный взгляд на жидкость на земле и, открыв пасть, проглотила ее. Оглядываясь назад, можно сказать, что этому священному ученику просто не повезло. Если бы все происходило над землей, где у него был бы полный доступ к своему духовному чутью, такая проекция бы не смогла сбить его с толку, и он определенно почувствовал бы присутствие демонической обезьяны до того, как близко подошел к ней. Демоническая обезьяна причмокнула и задумчиво пробормотала себе под нос. Это было существо из племени летающих духов, а? В этом есть смысл, учитывая, что дата начала испытания скоро наступит. Это означает, что те, кто уничтожил гигантский духовный цветок, скорее всего, тоже из племени летающих духов. Помня об этом, демоническая обезьяна понюхала воздух, а затем перевела взгляд в том направлении, в котором удалилось трио Хань Ли. Со зловещей улыбкой на ее лице он взлетела в воздух в виде облака зеленого тумана и улетела прочь в мгновение Эйка. «Что? Ты хочешь, чтобы мы взяли это?» — сказала Лэй Лянь, нахмурившись, с недоумением в глазах, глядя на мерцающий белый нефритовый талисман. Бай Би тоже держал такой же предмет с недоумением в глазах. Эти два нефритовых талисмана были полупрозрачными, с серебряными рунами на поверхности, и было совершенно очевидно, что они были чрезвычайно ценными предметами. Хань Ли внезапно показал их мгновение назад и попросил двух священных учеников взять талисманы с собой. Помимо защитных свойств, основные функции этих значков — это маскировка ауры и отслеживание местоположения. Если произойдет какой-то несчастный случай, и нам придется разделиться, мы сможем снова найти друг друга, используя эти талисманы, объяснил Хань Ли. Эти два талисмана были сокровищами, известными как безграничные талисманы, которые он купил в городе высшего неба за высокую цену. Нынешняя ситуация требовала их использования. В этот момент они вышли из пустыни и расположились на небольшой горе. В качестве меры предосторожности Хань Ли достал эти два сокровища и просил двух взять по одному. «Спасибо за любезное предложение, брат Хань, но у меня нет привычки носить чужие сокровища», с мрачным выражением лица отказалась Лэй Лань. Бай Би также покачал головой со слабой улыбкой на лице. Хань Ли не стал раздувать из мухи слона, а просто усмехнулся и убрал талисманы назад. «Раз вы не хотите брать талисманы, пусть так. Однако, поскольку демоны среднего ранга появились даже на первом уровне, похоже, что наше путешествие будет довольно рискованным. У меня есть летающие сокровища со способностями к сокрытию. Если мы продолжим наше путешествие, используя его в качестве транспортного средства, это избавит нас от многих проблем», — предположил Хань Ли. «Я не против летающих сокровищ», — с улыбкой согласилась Лэй Лань. Бай Би тоже кивнул в ответ. Хань Ли улыбнулся, проведя рукой по своему браслету для хранения, перед ними появилась желтая летающая карета, узкая спереди и более широкая сзади. Карета, казалось, была сделана из какого-то духовного дерева и выглядела очень легкой. Однако казалось, что она была очень замысловатой, и на ней было множество комнат. Карета была размером около 80 футов, так что этого было более чем достаточно, чтобы разместить всех троих. Это был один из летающих экипажей, который Хань Ли забрал перед отъездом из города высшего неба, поэтому у него было множество вариантов на выбор в зависимости от ситуации. Лэй Лань и Бай Би переглянулись, а затем последовать за Хань Ли в карету. Хань Ли похлопал по летающей карете, наложив на нее несколько печатей заклинаний. Экипаж немедленно задрожал, а затем появился белый световой барьер, окутавший весь летающий экипаж внутри.
По мере того, как световой барьер уплотнялся, вся карета постепенно становилась прозрачной, пока не стала практически невидимой. Карета умчалась вдаль. «Брат Хань, почему ты не использовал это сокровище с самого начала?» С улыбкой спросил Бай Би, некоторое время осматривая карету. «Эта карета очень полезна, но у нее есть недостаток», — неоднозначно ответил Хань Ли. «Какой недостаток?» Лэй Лань тоже стало любопытно. «Хе-хе, если я хочу использовать способность этой кареты к маскировке, я должен снабдить ее высокоранговыми духовными камнями элемента дерева, и эти затраты довольно высокие. Кроме того, помимо приличных способностей к маскировке и скорости, защитные свойства этой кареты довольно тусклые, поэтому его можно легко уничтожить одной атакой. Поэтому я бы обычно не использую ее, если в этом нет острой необходимости», — объяснил Хань Ли. Бай Би и Лэй Лань кивнули в ответ и больше не задавали вопросов. Таким образом, летающий экипаж со свистом пронесся по воздуху, исчезнув вдаль в мгновение ика. Без ведома троицы Хань Ли на очень большом расстоянии позади них шар зеленого тумана заколебался в воздухе, и из него вырвался низкий яростный рев. Сразу после этого туман также ускорился, мчась вперед. Внутри каньона, который был близко к воротам, ведущим на первый уровень земной бездны, осторожно продвигалась группа из 7 или 8 существ племени летающих духов. У существа, идущего впереди, была красная кожа и мрачное выражение на лице. Это были никто иной, как Джу Иньцзы и священные ученики расы Цзэжун. Глава 1445. Таинственные горные хребты. Чем дальше они продвигались в каньоне, тем глубже уходили в пропасть. Все пространство впереди было совершенно черным, без малейшего намека на свет, словно они спустились в глубины ада. Однако глаза всех существ Чжун мерцали пронзительным красным светом, позволяя им видеть в темноте, поэтому все они были довольно спокойными. Вскоре после этого из темноты впереди раздался странный крик, и к ним бросилась огромная стая летучих мышей размером с птицу с пурпурно-красными глазами, издавая резкий визг. Джу Иньцзы летел впереди группы и просто невыразительно взглянул на приближающихся летучих мышей, а затем резко взмахнул крыльями. Бесчисленные перья вспыхнули во вспышке красного света и превратились в бесчисленные огненные полоски, которые мгновенно пролетели сквозь стаю летучих мышей. Раздалась серия громких взрывов, и все летучие мыши попадали с неба огненными шарами, и ни один из них не выжил. Таким образом, существа Чжун продолжили движение, совершенно не замедлившись в темноте. Пока они будут лететь по этому каньону, они смогут достичь второго уровня земной бездны через день и ночь. На огромном участке красной земли в воздухе промелькнула массивная черная тень, казалось, в панике убегая от чего-то. Вскоре после того, как черная тень пролетела мимо, в далеком небе вспыхнул духовный свет, и возникло около дюжины полос духовного света разных цветов, летящих в одном направлении. У всех этих существ были разные крылья, но у всех были черные татуировки на лицах. Они были существами расы Севенпас, ответвление номер 1 среди расы летающих духов. Худой девочкой, летевшей впереди группы, была никто иная, как О-Цин, которую опасались все священные ученики. О-Цин смотрела на убегающую черную тень впереди с холодной улыбкой на лице и неторопливо преследовала ее. Через некоторое время крепкий мужчина среди священных учеников расы Севенпас невольно предложил: старшая боевая сестра О, направление, в котором убегает этот золотой клыкастый зверь, расходится с направлением на второй уровень, к которому мы двигаемся. Разве не лучше убить его сейчас, чем продолжать следовать за ним? Куда спешить? На первом уровне земной бездны редко встретишь обитающего в стаях демонического зверя среднего ранга, такого как золотой клыкастый зверь, поэтому мы, естественно, должны убить их всех сразу. Сомневаешься в моей способности завершить испытание только потому, что нам нужно немного отложить спуск на следующий уровень? Спросила О-Цин бесстрастным голосом. Дородный человек испугался, услышав это, и поспешно объяснил: конечно же, нет. Я бы не посмел так думать. Я просто боюсь, что плоды адского пламени будут захвачены учениками из других ответвлений. Если мы действительно приедем слишком поздно, то сможем просто забрать плоды у других людей. Если это не сработает, мы всегда сможем перейти на 4-й уровень земной бездны. Там этих фруктов хоть отбавляй, холодно усмехнулась О-Цинь. Услышав это, дородный мужчина затих, не смея продолжать эту тему. Таким образом, они продолжали неторопливо преследовать убегающую черную тень, как прайд львов, играющих со своей добычей. Среди огромного пространства изрезанных скал 3 существа расы летающих духов с синими крыльями на спине и чешуей по всему лицу окружили демоническое чудовище и начали свирепую атаку на него. У этого демонического существа была голова оленя и тело человека, а его рост составлял около 20 футов. Черная ци кружилась вокруг его тела, а в его руках был массивный черный трезубец. Это существо могло устоять перед лицом нескольких священных учеников.
Более того, казалось, что по мере того, как битва продолжалась, он только становился все более могущественным, и вместо этого трое священных учеников были медленно вытеснены. Это был только первый уровень земной бездны, поэтому они понятия не имели, как высокоранговый демонический зверь, такой как оленелицый демон, оказался здесь. Однако, видя, как этот хищный демонический зверь пытался напасть на них, у них не было другого выбора, кроме как сражаться за свою жизнь. В другом месте большинство священных учеников расы летающих духов на первом уровне столкнулись с неожиданными проблемами. Однако были и те, кто наслаждался удивительно гладким путешествием и спокойно перешел на второй уровень, как и существа Чижун. Между тем, чтобы избежать антагонистических ответвлений расы летающих духов, Хань Ли не оставалось ничего другого, кроме как направиться к самому уединенному входу, и летающая карета летела с трио внутри уже более полдня. Путешествие шло гладко. Возможно, это произошло потому, что ограничение маскировки этой кареты действительно работало, или потому, что на этом маршруте не было много демонических зверей. В любом случае, они не столкнулись с дальнейшими осложнениями в течение оставшейся части своего путешествия, и, пролетев 2 дня и 2 ночи, они прошли через 2 леса и множество горных хребтов, достигнув места глубоко в пределах первого уровня земной бездны. С таким темпом им потребуется всего 1 день, чтобы добраться до входа на второй уровень. Лэй Лань и Бай Би были в восторге от такого прогресса. Однако, пролетев несколько десятков тысяч километров дальше, впереди неожиданно показался огромный массив черных горных хребтов. Все трое немедленно остановили карету. Согласно карте, здесь должна быть совокупность равнин. Почему вместо них горные хребты? Пробормотал Бай Би, глядя на огромные горы впереди. Лэй Лань тоже была ошарашена. Даже на расстоянии они могли сказать, что все горы в горных хребтах были чрезвычайно высокими. Некоторые из них простирались до самой вершины подземного мира, оставляя лишь небольшие промежутки между горами, через которые можно было пройти, и это представляло собой довольно устрашающую перспективу. Никто не знал, как глубоко простирались эти горные хребты и поджидали ли их внутри какие-то опасности. Хань Ли слегка прищурился и внезапно вышел из летающего экипажа, а затем спустился на близлежащую землю, чтобы что-то внимательно осмотреться. Лэй Лань и Бай Би были довольно удивлены тем, что делал Хань Ли, но, быстро переглянувшись между собой, они также вылетели из экипажа и приземлились рядом с Хань Ли. Судя по указателям поблизости, этот набор горных хребтов появился здесь только в прошлом веке. Скорее всего, он был перемещен сюда кем-то с непостижимой силой, медленно сказал Хань Ли. Лицо Лэй Ланя побледнело, услышав это, и Бай Би также изменился в лице. Не нужно паниковать. Даже демонические монархи на самом глубоком уровне земной бездны не способны на такой монументальный подвиг своей собственной силой. Скорее всего, это было сделано с помощью какого-то сокровища или формации. Единственная альтернативная возможность состоит в том, что демонический зверь уровня истинного духа появился на самом глубоком уровне бездны, сказал Хань Ли с улыбкой. Понятно, будучи священным учеником расы Тянь-Пен, Бай Би был необычным существом, и он быстро понял, что Хань Ли был прав. Тем не менее, ситуация здесь довольно странная. Пустыня, через которую мы прошли ранее, также появилась из ниоткуда. Почему демонические звери земной бездны делают это? Каковы могут быть их намерения? На лице Лэй Ланя появилось озабоченное выражение. Возможно, это все из-за миграции зверей. Даже если это не так и за всем этим стоит другая причина, нет никакого способа отменить испытание земной бездны. Следовательно, все, что мы можем сделать, это добраться до 3-го уровня, а затем как можно скорее принесите плод адского пламени и сообщите об этом вышестоящему руководству нашей расы Янь-Пен, невозмутимо сказал Хань Ли. В конце концов, в прошлом у него было много похожих ситуаций, так что это не было чем-то новым для него. Ты прав, брат Хань. Однако эти горные хребты действительно весьма странные. Если мы пролетим через промежутки между горами, кто знает, с какими опасностями мы можем столкнуться. Но если мы попытаемся обойти их, нерешительно сказал Бай Би. Мы определенно не можем обойти их. Лэй Лань, проанализировав его мысль, сразу же отвергла эту идею. Согласно карте, на одной стороне этой земли находится ветровой пояс земной бездны, а с другой стороны лежат гнезда черных летающих муравьев. Ветры земной бездны в ветровом поясе намного сильнее, чем порывы, с которыми мы сталкивались ранее, и заключенная в них ледяная сила может мгновенно заморозить нас. Это известная запретная зона. В муравейниках обитают сотни тысяч летающих муравьев. Если мы попытаемся прорваться через них, полагаясь на наш уровень культивации, есть как минимум 50% шанс, что мы все там погибнем. Значит, это означает, что наш единственный выбор — пройти через эти горные хребты, пробормотал Хань Ли, гладя себя по подбородку. Не обязательно. Если мы сделаем еще больший круг, мы сможем обойти все эти опасности, но это займет как минимум 7 или 8 дополнительных дней.
Эта задержка может оказаться чрезвычайно пагубной для наших поисков плод адского пламени, сказала Лэйлань. Тем временем Хань Ли молча смотрел на горные хребты впереди. В этот момент и Байби, и Лэйлань тоже замолчали, доверив окончательное решение Хань Ли. Через некоторое время Хань Ли, наконец, принял решение. Эти горные хребты вызывают у меня очень жуткое ощущение. Если мы действительно пройдем через них, я чувствую, что мы столкнемся с чрезвычайной опасностью. Даже если мы сможем пробиться через горные хребты, мы, скорее всего, потратим большое количество магической силы, и это, безусловно, не поможет нам в оставшейся части испытания. Что касается перехода на второй уровень с опозданием на несколько дней, я не думаю, что это слишком большая проблема. Благодаря этим дням задержки, ответвления, которые нацелены на нас, не смогут предсказать наш маршрут и устроить нам засаду. Кроме того, не так много фруктов адского пламени можно будет найти на втором уровне. Я все равно собираюсь провести вас двоих на третий уровень, так что лучше потратить время, чем столкнуться с неизвестными опасностями в этих горных хребтах. Затем он снова улетел в экипаж. Увидев это, Лэйлань и Байби коротко обсудили это с помощью голосовой передачи, а затем вернулись в карету. «Брат Хань, я думаю, нам следует обсудить этот вопрос более подробно. Возможно, горные хребты не так опасны, как мы думаем», сказал Байби, как только сел в карету. Несмотря на то, что он чувствовал, что решение Хань Ли имело смысл, он все же чувствовал, что тратить так много времени неразумно. «Хватит сотрясать воздух, я не войду в эти горные хребты», равнодушно сказал Хань Ли, прерывая то, что Байби собиралась сказать дальше. Затем карета по его приказу двинулась в другом направлении. Видя настрой Хань Ли, Байби покорно вздохнул и замолчал. Лэйлань тоже не сказала ни слова. Без ведома их двоих, Хань Ли не чувствовал себя настолько решительным и уверенным, как выглядел. В этот момент обрывок его духовного чутья был связан со зверем плачущей души внутри его браслета духовного зверя, пытаясь успокоить жестокие и тревожные эмоции зверя. В то же время ему было интересно, что могло быть причиной его эмоционального всплеска. Когда он приближался к этим горным хребтам ранее, бусина плачущей души в его теле внезапно начала нагреваться. Его сердце содрогнулось от шока в ответ, и он поспешно установил связь со зверем плачущей души в своем браслете для хранения духовного зверя. В результате он обнаружил, что зверь находился в крайне взбудораженном состоянии, непрерывно рыча и беспорядочно носясь вокруг.